Предложение купить мультипак может поступить только от мошенников. Настоящий мультипак создается простыми игроками для игроков. Скачать и пользоваться им можно совершенно бесплатно. И вновь всем пламенный привет. Вышло обновление 0.9.0, а значит, что настало время вместе порадоваться и выходу новой версии мультипака. В этом видео вы узнаете, какие новинки мы для вас подготовили. А если вы вдруг не знаете, что такое мультипак, то спросите у своих друзей. Я думаю, они с удовольствием расскажут вам, почему мультипак — это самая лучшая сборка модов для игры World of Tanks. Ну, во-первых, добрую часть модов, входящих в состав мультипака, мы уже давно делаем сами. При этом учитываются и ваши пожелания. Кроме того, мультипак действительно мульти, ведь он поддерживает несколько языков, и при выборе какого-то другого языка, отличного от русского, он установит моды именно на выбранном языке. Стоит ли говорить, что девизом мультипака всегда было максимум FPS, поэтому при его создании мы стараемся сделать все возможное, чтобы подарить вам несколько лишних кадров в секунду. Поэтому в этом патче мы решили добавить тестовую версию специальной программы оптимизатора для запуска игры, которая позволит вам подготовить вашу систему на максимальную производительность для игры в танки. Подробнее о этой программе, о установке мультипака, о идеальных настройках графики после патча 0.9.0, а также о изменениях на карте вы можете узнать, пройдя по ссылкам, которые видите на экране, или найдя эти ссылки в описании под видео. Ах да, чуть не забыл, мы же добавили кучу новых фишек в мультипак, например, такую как аудио-превью для звуковых модов, или такую как подкачка тяжелых модов прямо из интернета. Но сейчас все расскажу. Обратите сейчас внимание на прицел. Многие игроки очень высоко оценили такую фишку мультипака, как конфигуратор прицелов. В чем же смысл данного конфигуратора? Как же он работает? Все очень просто. Допустим, вы выбираете в мультипаке то, как будет выглядеть ваш аркадный и снайперский прицел. Потом под этот прицел вы можете подобрать любое понравившееся вам сведение. То есть у этого сведения могут быть разные там фишки, там, допустим, показывать оно может бронепробитие, но не суть. Вы подбираете под него сведение. И точно так же вы можете поступить для артиллерии, то есть подобрать артиллерийский прицел и арт-сведение. Таким образом у вас получится какой-то свой уникальный прицел, который подойдет под все ваши требования. То есть такими вот нехитрыми манипуляциями вы сможете создать тот прицел, который будет подходить именно вам. И если подойти к этому вопросу с точки зрения математики, то вообще возможных вариантов таких вот конфигураций уже на сегодняшний день более 7000, и это число будет только расти. Ну и на этом клевые фишки данных прицелов не заканчиваются. Допустим, у вас есть ваш любимый прицел, который почему-то не вошел в состав мультипака. И в патче 0.9.0 он по какой-то причине сломался, перестал нормально работать. Тогда у меня для вас есть хорошая новость. Вы можете попробовать, установив любой прицел из мультипака, потом заменить его на свой прицел. Только при этом ни в коем случае не трогайте питоновские файлы. Все дело в том, что скрипт, который использует наш прицел и который написан на питоне, он сделан таким образом, что он подходит практически к любому прицелу. Правда, гарантировать я это не могу, но попытаться все же стоит. Идем дальше, и в этом коротком фрагменте я хотел бы обратить ваше внимание на целых 3 мода, и все они связаны с уроном по вам. Первый мод — это, конечно же, направление атаки врага, то есть мод показывает стрелочкой то направление, откуда по вам произведен был выстрел. При этом при установке этого мода также увеличивается время отображения этой стрелочки до целых 15 секунд, то есть вы сможете хорошо на этот момент среагировать.
Ну и конечно же вы уже, наверное, обратили внимание сами на минималистичную панель повреждений, которая подойдет для игроков с небольшим разрешением. И кстати, панелей повреждений на выбор в мультипаке достаточно много. Например, круглая панель повреждений, у которой есть фишка такая, как ремонт модулей. При нажатии клавиши Ctrl можно ремонтировать модули мышкой. Кстати, обратите внимание на чат, там присутствует мод, который так же, как и панель повреждений, выводит сообщение о полученном уроне прямо в чат. Как по мне, так очень удобный мод. Правда, эти сообщения будут видны только вам. Ну, чтобы не захламлять чат. Правда, если по вам выстрелит союзник, этот мод самостоятельно его сможет поругать. Ну а сейчас вы, кстати, ниже чата видите панель повреждений от игрока Заяц, которая полностью меняет боевой интерфейс. И имеет ту же фишку ремонта модулей по клавише Ctrl. Также в мультипаке вы сможете найти почти стандартную панель повреждений, которая визуально практически ничем не отличается от той, которая у нас присутствует в самом клиенте. Правда, эта панель повреждений еще может выводить лог полученного урона. Ну и конечно же в мультипаке присутствует также почти стандартная, только более суперская настраиваемая панель повреждений, которая тоже выводит подробный лог урона. Правда, еще показывает время перезарядки противника, и она представлена в мультипаке в двух вариантах: для простых игроков и для игроков, страдающих цветовой слепотой. А теперь обратите внимание на иконки танков. Как видите, они стали раскрашены в разные цвета, но это помогает проще определять, к какому типу техники принадлежит тот или иной танк. И посмотрите на подсказку при загрузке боя. Там написано, что у нас сейчас нижняя база. Этот мод будет очень полезен тем, у кого очень долго загружается карта, и они появляются уже прям непосредственно в бою. Ну, хотя бы смогут прикинуть там действия на бой, будут знать, на какой базе. И не удивляйтесь, что этот мод я показываю вам вместе с модом, который является модом на командирскую камеру, то есть на максимальное отдаление камеры от танка. Все дело в том, что за все эти фишки теперь отвечает специальный мод P-мод, который уже такой же огромный и выполняет практически столько же функций, как и всем известный нам XVM. То есть P-мод позволяет нам и отдалять камеру, и выключает затемнение в снайперском режиме, и включает стабилизацию танка. Также позволяет вращать ПТ вслед за прицелом, снимая ее с ручника. Также он и отвечает за индикатор зума, и также и за сам зум, то есть вы сможете выставить любые значения, которые вам нравятся, но по умолчанию тут стоит, конечно же, до 8. Также P-мод позволяет снимать и одевать навесное оборудование в ангаре. В общем, это такой огромный мод, что я по нему сделаю отдельное видео. Ждите, подписывайтесь на канал. Ну а пока не отчаивайтесь, все возможности P-мода подробно изложены в мультипаке, и когда вы наведете на тот или иной мод, там будет и картиночка, и описание, и даже может быть аудио-превью. И пока мы не ушли из этого боя, обратите внимание, что также в мультипаке присутствует специальный мод, который вы сможете установить, который отображает пробитие и непробитие различными цветными маркерами на танках. Ну а чтобы сильно не отрываться от темы, давайте перейдем к следующему объемному моду, который присутствует в мультипаке. Ну, как вы догадались, я говорю о XVM. И начнем, пожалуй, с миникарты. Как вы знаете, XVM позволяет отображать на миникарте название техники, где кто засветился, где кто светился последний раз. Все это позволяет запомнить XVM. Кроме того, на миникарте у нас добавляется квадрат максимальной дальности видимости в игре, то есть за пределами этих квадрата танки просто-напросто не отображаются, даже если они находятся в засвете. Также на миникарте мы можем видеть с вами указку, которая указывает в то место, куда сейчас направлено наше орудие, то есть куда мы сейчас смотрим с вами. Ну и конечно же на миникарте присутствуют круги максимальной дальности обзора. Кроме того, мы дописали специальный мод, который позволяет высчитывать дальность обзора для вашего танка в зависимости от того, какие перки, какие модули на него установлены, и в зависимости от этих всех расчетов на миникарте строятся специальные круги для конкретно вашей техники. Более того, этот мод еще умеет высчитывать максимальную дальность выстрела, но правда это актуально только для низкоуровневой техники. А еще этот мод кое-что делает в ангаре, но об этом я уже расскажу в ангаре.
И, кстати, я не просто так остановил воспроизведение видео. Вы можете посмотреть, что в данный момент над танком горит специальный маркер. Этот маркер означает, что у танка осталось менее 30% жизни, и этот маркер называется маркер фокуса. Ну, кто знаком с мультипаком, тот знает, что эту фишку мы уже используем в нем больше года, а кто не знает, то это специальный значок, который позволяет узнать, что именно эту цель надо уничтожать в первую очередь. И для союзников тоже есть такой значок, правда он уже выглядит зеленого цвета и в виде щита, но вы в этом видео дальше такой значок сами, я думаю, увидите. А сейчас же я хочу, чтобы вы посмотрели на уши команд, где отображены противники, то есть список противников. Видите, там загораются зеленые, красные лампочки, а также присутствует какая-то звездочка. Так вот, звездочка означает, что враг еще ни разу не светился, то есть мы не знаем, где он. А вот зеленая лампочка означает, что враг светится в данный момент. Ну а красная лампочка означает, что враг светился, но в данный момент пропал из-за света. Очень удобно ориентироваться, кто где находится в данный момент на миникарте. Конечно, если эти данные вы еще будете сопоставлять с данными с миникарты. И если вдруг еще кто не знал, то XVM еще также показывает скорость захвата базы и сколько человек ее захватывает, ну и то время, которое осталось до конца захвата. Правда, берунги мне сегодня не попались, но я думаю, вы поверите мне на слово. А теперь давайте поднимем глазки в верхний левый угол экрана. Там ведется лог нанесенного мной урона. Также, если я нажму клавишу Alt, то в этом месте будет отображено, сколько осталось хп у противников, которых я мог бы сейчас видеть. То есть тут отображаются хп только тех противников, которые попали в квадрат максимальной дальности отрисовки танков. То есть квадрат максимальной дальности видимости. Ну а если Alt не нажимать, то, как я уже говорил, в этом месте ведется подробный лог вашего урона. Ну а если вам подробный лог не нужен, то вы можете выбрать неподробный лог. Все это позволяет сделать мультипак. Вообще мультипак позволяет настроить основные функции XVM прямо при установке мода. Например, одной из таких подстроек может стать выбор отображаемой лампочки. То есть, когда вы попадете в засвет, и у вас прокачан обязательно перк «Шестое чувство», без него лампочка просто в игре не работает, то вы сможете выбрать любую лампочку, то есть любой вид этой лампочки из тех, которые вы сейчас видите на экране. То есть в мультипаке вы смотрите, какая лампочка вам нравится, ставите галочку, и именно эта лампочка у вас будет отображаться в игре. Ну а любители Art SAU и PT SAU без башни смогут насладиться углами, которые показывают критические значения углов горизонтальной наводки. Кстати, здесь вы еще можете видеть работу P-мода, который позволяет вести прицел прямо за противником, то есть за вашей мышкой, и при этом, несмотря на то, что ваша ПТ-шка стоит в данный момент на ручнике. Ну а новичкам, да и даже матерым игрокам будет очень полезен мод инфо-панели. То есть вы сможете выбрать ту информационную панель, которая вам больше нравится. Например, я езжу с верхней, с минималистичной, но кому-то может быть нравится цветная или черно-белая, но все равно подробная. Я уже ранее говорил, что в мультипак включен мод, который позволяет убирать затемнение, когда вы находитесь в снайперском режиме. Ну, сейчас появилось еще помимо затемнения, еще добавился такой зеленый фильтр. Его мы тоже научились убирать, так что если кому-то он не нравится или мешает, вы сможете установить специальный мод, и всех этих визуальных эффектов вы видеть не будете. Кроме того, сейчас вы можете видеть, как работает специальный мод, который позволяет убирать дымку и всевозможный туман с карт. То есть таким образом и вашему компьютеру будет немного попроще обрабатывать всю эту графику, ну ему не надо будет обрабатывать туман. И картинка станет более такой насыщенной, да и вообще вам будет лучше видно, что происходит на карте. То есть такой вот полезный мод, который убирает туман. Но если вам и этого мало, то вы сможете увеличить функционал мода, убирающего туман, и добавить в него еще смену времени суток. То есть начнете играть вы днем, а можете продолжить уже, когда наступят сумерки или даже ночь. И я сейчас не про реальную жизнь говорю, там вы и без модов на такое способны. Так, а теперь давайте быстренько обратим внимание на боевой чат. Как вы видите, здесь у нас появилось сообщение о итогах предыдущего боя. Как по мне, так очень классный мод.
А еще в мультипаке есть мод, который позволяет отключать различные камуфляжи и надписи на танках. Я раньше думал, ну кому может быть нужен этот мод, кому могут не нравиться камуфляжи на танках. А как оказалось, после того, как в мультипаке появилась подкачка тяжелых модов, и мы смогли загружать шкурки танков с отмеченными зонами пробития абсолютно любых размеров без ограничений, то стало очевидно, что эти шкурки не очень хорошо дружат с камуфляжем. Поэтому, если вы захотите поставить шкурки, то камуфляж я буду рекомендовать отключить. И для этого у нас есть специальный мод теперь. А чтобы случайно не выстрелить по союзнику, я рекомендую поставить мод «Предохранитель». Он сбережет ваши нервы, если ваш союзник случайно въедет вам в прицел в момент, когда вы соберетесь сделать выстрел. В этом случае появится блокировка выстрела, то есть на экране вы увидите, вот как сейчас надпись, что выстрел заблокирован, а ваш союзник будет автоматически немного поруган в чате. Также мод блокирует выстрел по только что уничтоженному противнику. Отключить этот мод можно просто клавишей Alt. К сожалению, не все из нас умеют быстро печатать, да и, честно говоря, во время боя времени на это особо-то и нету. Поэтому я думаю, вам так же как и мне будет полезен мод, который называется Роза команд, и он позволяет значительно увеличить функционал существующей розы команд, который вызывается по клавише Z. Для противников, союзников и артиллерии команды в нем уникальны. Ну и конечно же, это далеко не все боевые моды, которые вошли в состав мультипака. Как я уже говорил ранее, в мультипаке содержится огромное количество модов, и вы можете посмотреть все их, вот здесь они в списке представлены, их здесь очень много. И обратите внимание, когда я навожу на какой-то мод, появляется его краткое описание, а также дополнительная картинка. Но не это я вам сейчас хотел показать. Чтобы не мучиться и не показывать как-то там абстрактно моды, которые являются озвучками различными и различными аудиоэффектами в игре, то здесь вы можете найти вот такие вот специальные значки в мультипаке. Это означает, что для данного мода присутствует аудио-превью. То есть, если я нажму на этот мод, то мы услышим, как он работает. Это было оповещение о пожаре. Есть еще более страшное такое оповещение о пожаре. Внимание, пожарная тревога. Если вам не нравятся там какие-то голосовые уведомления, не попал, не пробил, то есть привычный звоночек крита. Ну, а если вам нравятся различные озвучки в самой игре, то есть локализация, то есть озвучка самого диктора. Например, год назад была выпущена такая вот озвучка для танков, где озвучивал Александр Балуев все, что происходит в бою. Бой начинается. Или точно такая же озвучка, где главным диктором был Андрей Мерзликин. Ну, в общем, суть вы поняли. Переходим к ангарным модам. К сожалению, я не могу вам показать работу мода, который отключает заставку и позволяет запоминать последний сервер, на который вы входили. Но такие моды присутствуют в сборке, их можно выбрать и установить. По умолчанию в сборке присутствует мод, который будет оповещать вас о выходе новой версии мультипака. Это очень важный мод, и поэтому его не устанавливать нельзя. Но если кому-то не нравится, он может потом вручную зайти и удалить его. Дальше, когда мы переходим непосредственно в сам ангар, здесь нам сразу же бросается в глаза то, что присутствуют часы, причем на выбор присутствуют часы, здесь может быть еще дата и день недели. Если мы взглянем с вами на сообщение, то есть в центр уведомлений, то здесь также присутствует сессионная статистика от PMod. Но для того, чтобы она отображалась, необходимо провести хотя бы один бой. В данный момент мы работаем над тем, чтобы создать очень красивые конфигурации для этой сессионной статистики, так как остальные уже привычные нам моды сессионной статистики в данной версии патча уже не работают. А теперь давайте обратим внимание с вами справа, где указаны у нас ТТХ танка. Видите? В отличие от стандартной версии клиента, здесь у меня почему-то два числа.
обзор 400 и 445 метров. Все дело в том, что наш мод умеет считать обзор с учетом всех модулей, которые установлены на танк, и всевозможных перков, навыков и умений экипажа. То есть, если вы выберете артиллерию, то здесь еще выведется информация о дальности стрельбы для данного танка. А если на вашем танке вдруг будет установлена стереотруба, то тогда здесь появится еще и третий показатель. То есть первый это обзор танка по ТТХ, второй это обзор танка с условием установленной просветленной оптики, а третий это обзор танка с установленной стереотрубой. То есть вот такой вот очень удобный мод. Кстати, если вдруг у вас есть съемное оборудование, то, нажав клавишу F3 в ангаре, как вы видите, у меня все мое съемное оборудование заполнило все свободные слоты. И также автоматически просчитались все параметры для этого танка с учетом всевозможных вот этих вот навыков, умений экипажа. Кстати, если нажать правый Alt, то это сообщение выскочит еще раз, и вы сможете увидеть его. И хочу обратить внимание, что также указывается дальность стрельбы для танчиков, у которых есть пулемет. Вот такой вот очень удобный мод. А те, кто подпишется на канал, и тем, кому в итоге станет после подписки доступна расширенная версия мультипака, их еще ожидают некоторые приятные фишки и бонусы, которые можно сделать в ангаре. Ну а теперь давайте перейдем скорее уже к стандартным фишкам уже самого XVM, то есть непосредственно силами самого клиента можно высадить теперь весь экипаж в казарму. Но вот посадить их можно только обратно по одному. Но благодаря XVM мы можем посадить сюда родной экипаж, лучший или экипаж того же класса. Ну я нажму родной, и мы обратно посадили всех танкистов, которых только что высадили. В общем, вот такие вот моды в ангаре. Конечно, это далеко не все моды, которые в ангаре, но я думаю, вы просто пролистаете список модов в мультипаке и выберете те, которые вам нужны, так как список модов постоянно увеличивается, и для каждого отдельного мода делать видео я просто не могу. Думаю, вы и сами это понимаете. Ну и наконец, давайте же с вами выясним, как скачать и где вообще надо скачивать этот замечательный мультипак. Вы будете смеяться, но многие не знают, как это делать. Вы переходите на YouTube, где вы смотрите это видео, если, конечно, вы не находитесь на каком-то из официальных ресурсов Wargaming. Но в любом случае, если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы смотрите его на YouTube. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставите «Нравится», и дальше во вкладке «О видео» у вас будет такая вот надпись «Показать все». Таким образом, у вас откроется описание к видео. Здесь вы можете увидеть ссылку на нашу группу ВКонтакте, на то, как правильно установить и использовать мультипак, подробное видео. Кстати, очень рекомендую посмотреть. Также здесь можно будет найти ссылку на то, как правильно настроить графику в игре, чтобы у вас была красивая картинка и максимум FPS. Дальше идут описания основных модов, то есть список здесь, конечно, небольшой, модов на самом деле больше, но не в этом суть. В самом низу мы с вами можем найти ссылки, которые являются официальными ссылками мультипака, то есть там я слежу за тем, чтобы в мультипаке ничего нового не добавляли, то есть чтобы он был самым чистым. Самая первая ссылка ведет на уже знакомый нам с вами сайт Тузов, кстати, очень рекомендую. Вторая ссылка переведет на сайт ResMods. ResMods отличный сайт, это официальный сайт с модами от компании VG, и здесь также вы можете найти мою сборку модов мультипак. Также можно сказать, что одной из самых особенностей вот этого вот сайта resmods.ru является то, что здесь все моды сначала проверяются людьми, то есть модераторами, проверяются антивирусом, то есть отсюда вы можете скачать и будете полностью уверены, что никаких проблем, никаких вирусов вы себе на компьютер не поймаете 100%. Ну, в принципе, по любой ссылке из моего видео ничего такого страшного у вас не произойдет. То есть везде все проверено антивирусами.
Вот, очень рекомендую вам смотреть на версию мультипака, которую вы скачиваете, потому что, как я уже сказал ранее, на сайте ResMods сначала все моды проверяются модераторами, поэтому это может занять некоторое время, и если я обновил сборку модов, то здесь может пройти какое-то время, прежде чем появится новая актуальная версия. Для того, чтобы скачать, необходима вот большая кнопка «Скачать торрент», а если вы не хотите качать через торрент, то есть чуть ниже прямая ссылка на скачку. То есть вы нажмете, и у вас начнет скачиваться мультипак. Ну и, наконец, самая нижняя ссылка — это ссылка на мое облако Mail.ru. Там в самую первую очередь появляются обновления мультипака, то есть мне туда достаточно просто перекинуть сборку, и она уже у вас появилась, самая свежая версия. То есть открываете вы облако Mail.ru, у вас появляется кнопка «Скачать», и здесь же вы можете посмотреть, когда последний раз обновлялась сборка. То есть просто наводите на дату и точное даже время, когда сборка была обновлена, здесь все указывается. Единственное, что политика компании Google, а конкретно Google Chrome, она заключена в том, что если на доменном имени был найден хоть один файл, который был опознан как вредоносный, то весь домен попадает в список не очень таких, скажем так, доверенных сайтов. А так как на Mail.ru, на облако там заливают миллионы людей свои файлы, да, то есть не я же один пользуюсь облаком Mail.ru, то все доменное имя Mail.ru является недоверенным у Google. Поэтому если вы будете скачивать с облака Mail.ru, может быть такое, что у вас в конце концов файл будет написан, что он определен как вредоносный. На самом деле это полный обман, то есть для того, чтобы это опровергнуть, вы можете просто зайти на сайт VirusTotal. Вот, и здесь выберите файл, который вы хотите проверить, а конкретно это будет мультипак, и закачиваете его. И здесь будет проверка просто десятками антивирусов, этот файл проверится, весь он откроется, проверится, и вам напишут, что ничего подозрительного в нем нет. В принципе, это еще полезно, потому что тогда этот, в конце концов, мультипак попадет еще в доверенные списки антивирусов, которые у вас установлены, потому что не все антивирусы, опять же, являются адекватными, некоторые очень большие паникеры. В общем, на сегодня все, что хотел я рассказать вам о модах, я рассказал. На этом я с вами не прощаюсь, а вам советую пока что не выключать это видео, так как еще будет красивый ролик в конце. И говорю вам до скорых встреч!